Мальчишка проснулся от стона матери. Подошел к ее кровати. «Мама, тебе больно?» «Матвейка, принеси водички». «Сейчас». Бросился на кухню, через минуту вернулся с полной кружкой. «На, мама, пей». Раздался стук в дверь. «Сынок, открой. Наверное, бабушка Нина пришла». Зашла соседка, держа в руке большую кружку. «Как ты, Маша?» Потрогала голову. «Так у тебя жар. Я горячего молочка принесла, с маслом. Я лекарство выпила. Тебе в больницу надо, лечение хорошее. Питаться надо по-нормальному, а у тебя холодильник пустой». «Тетя Нина, я уже все деньги на лекарства истратила». На глазах больной выступили слезы. «Ничего не помогает. Ложись в больницу». «А на кого я Матвейку оставлю?» «А на кого ты его оставишь, если помрешь? Тебе еще 30 нет, а у тебя ни мужа, ни денег». Погладила больную по голове. «Ладно, не реви». «Тетя Нина, что делать?» «Все, я вызываю врача». Соседка достала телефон. Дозвонилась, все разузнала. Сказали в течение дня. Я пошла. Как приедут, пошли за мной Матвея. Соседка вышла в прихожую, мальчишка вышел следом за ней. «Бабушка Нина, мама не умрет?» «Не знаю. Надо у Бога попросить, чтобы помог, а твоя мама в него не верит». «А дедушка Бог поможет?» В глазах мальчишки светилась надежда. «Надо в церковь сходить, свечку поставить и попросить, и тогда он поможет. Все, я пошла». Вернулся сын обратно к матери задумчивый. «Матвейка, ты, наверное, кушать хочешь, а у нас ничего нет. Неси 2 стакана». Когда он принес, мать разлила в них молоко. «Пей». Выпил, но есть захотелось еще больше. Мария это сразу поняла. С трудом встала, взяла со стола свой кошелек. «На 50 рублей. Сходи, купи 2 пирожка и съешь по дороге, а я пока что-нибудь сготовлю. Иди». Проводила сына до двери и, держась за стенку, направилась на кухню. В холодильнике дешевые рыбные консервы, немного маргарина, на подоконнике пара картофелин и луковица. Суп надо сварить. Закружилась голова, и она обессиленно опустилась на табуретку. Что со мной происходит? Совсем нет сил. Почти половина отпуска уже прошло. Деньги закончились. Если не выйду на работу, как Матвея в школу собирать? Он ведь через месяц в 1 класс пойдет. Родственников нет, помочь некому. А главное, это болезнь. Надо бы сразу в поликлинику идти. А теперь, если положат, как Матвейка один останется? С трудом поднялась и стала чистить картошку. Есть хотелось сильно, но мысли мальчишки были о другом. Мама вчера весь день с кровати не вставала. Вдруг, правда, умрет. Тетя Нина сказала, надо у дедушки Бога помощи попросить. Он остановился и повернул в сторону церкви. Туда же шел, задумавшись, мужчина. Уже полгода, как вернулся с войны. Чудом жив остался. Хорошо, хоть сам передвигаться стал, правда, с палочкой. На многочисленные раны по всему телу уже внимания не обращаю, а шрамы на лице. Да теперь все равно, замуж уже никто не пойдет. С такими мыслями Никита направлялся в сторону церкви. Надо за ребят свечки поставить. Сегодня год с того дня, как они погибли, а я чудом выжил. 20 лет назад ушел в армию. И вот, вернулся. Теперь он гражданский. Но как невыносимо чувствовать, что ты никому не нужен. Пенсия большая, на безбедную жизнь хватит, а контрактных денег, лежащих в банке, еще на 2. Но зачем все это одному? Возле церкви стояли нищие. Никита достал несколько 100-рублевых купюр,
раздал им и попросил: «Помолитесь за моих погибших друзей, Романа и Стаса». Прошел внутрь церкви, купил свечи, зажег их и стал читать молитву, которой его научил батюшка. Крестясь, он произносил слова, а перед глазами, словно живые, стояли его друзья. Когда закончил молитву, просто стоял и вспоминал свою такую нелегкую жизнь. Этот мальчишка, маленький и худенький, встал рядом с дешевой свечкой в руке. Огляделся, не зная, что делать дальше. К нему подошла пожилая женщина. «Давай я тебе помогу». Зажгла его свечку, поставила. «Вот так перекрестись», показала, как это делается. «И расскажи Господу нашему, зачем ты пришел». Матвей долго смотрел на образ, затем произнес: «Помоги, дедушка Бог, мама болеет, кроме нее у меня никого нет. Сделай так, чтобы она выздоровела. У мамы нет денежек на лекарства, а я скоро в школу пойду, а у меня даже портфеля нет». Никита, замерев, смотрел на мальчишку. Все проблемы его самого, еще 10 минут назад казавшиеся такими огромными, стали незначительными и отошли на второй план. Хотелось крикнуть на весь мир: «Люди, неужели некому было помочь этому пацану, купить маме лекарства, а ему самому портфель?» А мальчишка смотрел на образ и ждал чуда. «Пацан, пошли со мной», — решительно произнес Никита. «Куда?» Мальчишка с испугом смотрел на страшного дядю с палкой в руке. «Узнаем, какие твоей маме лекарства нужны, и сходим в аптеку». «Вы правду говорите?» «Мне дедушка Бог передал твою просьбу». «Правда?» Он радостными глазами посмотрел на образ. «Пошли», — улыбнулся мужчина. «Тебя как зовут?» «Матвей». «Меня дядей Никитой зови». Из квартиры слышались голоса мамы и соседки. «Тетя Нина, она вон сколько выписала и сказала, что лекарство дорогое. Где я столько денег возьму? У меня всего 500 рублей осталось». Мальчишка решительно открыл дверь. Голоса стихли. Из комнаты выглянула соседка и испуганно прошептала, глядя на незнакомого мужчину: «Маша, смотри». Та выглянула и также застыла в испуге. «Мама, какие лекарства тебе нужно? Мы с дядей Никитой сходим в аптеку и купим». «А вы кто?» – удивленно спросила Мария. «Все будет хорошо», – улыбнулся в ответ мужчина. «Давайте ваши рецепты». «Но у меня всего 500 рублей». «Мы с Матвеем найдем деньги». Мужчина положил руку на плечо мальчишки. «Мама, давай рецепты». И Мария подала их. Почему-то она почувствовала, что у этого человека со страшным лицом доброе сердце. «Мария, ты что делаешь?» Пришла в себя соседка, когда мужчина с мальчишкой вышли. «Ты его совершенно не знаешь». «Тетя Нина, мне кажется, он хороший человек». «Ладно, Маша, смотри сама. Я пошла». Мария сидела и ждала своего сына, ушедшего с этим мужчиной. Она даже забыла о своей болезни. И вот дверь открылась. Первым вбежал сын, лицо его сияло. «Мама, мы тебе лекарства купили и разных вкусняшек к чаю». В дверях стоял мужчина и тоже, как мальчишка, счастливо улыбался, отчего его лицо казалось не таким уж и страшным. «Спасибо вам», — слегка поклонилась женщина. «Вы проходите, проходите». Мужчина попытался разуться. Это удалось ему с трудом. Чувствовалось, что он сильно волновался. Прошел на кухню. «Садитесь», — произнесла хозяйка. Мужчина сел, завертел головой, не зная, куда поставить свою палочку. «Давайте я поставлю». Поставила ее так, чтобы мужчина смог дотянуться. «Извините, но угощать мне вас особо нечем».
«Мама, мы с дядей Никитой все купили». И сын стал выкладывать на стол продукты. «Ой, ну зачем вы?» — охала Мария, мысленно отмечая, что добрая половина продуктов состояла из ненужных сладостей. Увидела пакет с дорогой заваркой. «Сейчас я чай поставлю». Бросилась заваривать чай. Ей даже показалось, что болезнь отступила. А может, просто не хотелось выглядеть перед мужчиной такой больной. И, словно отгадав ее мысли, мужчина спросил: «Мария, вам не трудно? Вы вон какая бледная». «Ничего, ничего, я сейчас лекарство выпью. Спасибо вам». Они пили ароматный чай со сладостями, глядя на мальчишку, оживленно о чем-то говорящего. Иногда их взгляды встречались. Чувствовалось, что всем троим было приятно сидеть вместе за одним столом. Но все хорошее когда-нибудь, но заканчивается. «Спасибо вам». Никита встал из-за стола и взял свою трость. «Я пойду. Вам лечиться надо». «Вам большое спасибо». Хозяйка также встала из-за стола. «Даже не знаю, как вас благодарить». Он направился в прихожую, а мать с сыном следом. «Дядя Никита, а вы придете еще?» «Конечно. Вот твоя мама поправится, и мы все вместе пойдем покупать тебе портфель». Мужчина ушел. Мария убрала со стола, вымыла посуду. «Сынок, посмотри телевизор, а я немного полежу». Легла и заснула крепким сном. Прошли 2 недели. Болезнь постепенно отступила. Видно, дорогие лекарства помогли. Последние дни Мария даже работала. В конце месяца всегда аврал, вот ее и вызвали из отпуска. Она была этому рада. За эти дни заплатят. А ведь уже август начался. С получки надо сына к школе готовить. В эту субботу они встали, как обычно, позавтракали. «Матвей, собирайся, пойдем в магазин, посмотрим, что тебе к школе нужно». «Тебе денежки дали?» «Пока не дали, но к следующей субботе дадут. Я заняла 1000 рублей, на обратной дороге купим что-нибудь из продуктов». Стали собираться, и тут раздался звонок домофона. «Кто?» – спросила хозяйка. «Мария, и это Никита». Он хотел еще что-то сказать, но палец женщины уже нажал на кнопку открытия двери. «Мама, кто там?» Из комнаты вышел сын. «Дядя Никита». Женщина не могла скрыть радости. «Ура!» Он зашел, также опираясь на палочку. Но как он изменился! Дорогие брюки и рубашка гармонировали с модной стрижкой. «Дядя Никита, а я вас ждал!» Бросился к нему мальчишка. «Я же тебе обещал!» Поднял сияющие глаза. «Здравствуй, Мария!» «Здравствуй, Никита!» Этот непроизвольный переход на «ты» удивил и обрадовал обоих. «Вы уже собрались? Идемте». «Куда?» Мария все еще не пришла в себя. «Матвей уже скоро в школу». «Никита, но у меня...» «Я обещал Матвею, а обещание надо выполнять». Мария всегда обращала внимание на самые дешевые вещи, в какой бы магазин ни заходила, ведь у нее не было лишних денег, не было родственников, не было мужа, если не считать того парня из колледжа, который куда-то исчез. И вот сейчас рядом мужчина, который с восторгом смотрит на ее сына, покупает ему все к школе, не глядя на цены, лишь спрашивая ее мнение. Нагруженные, они вернулись на такси домой. Хозяйка бросилась на кухню. «Мария», остановил ее мужчина, «идемте, погуляем все вместе и где-нибудь пообедаем». «Мама, пошли!» Бросился к ней сын. Этой ночью Мария долго не могла уснуть. Вновь и вновь мелькали картинки сегодняшнего дня. Перед глазами стояли его глаза, полные любви.
И сейчас холодный ум и горячее сердце словно разговаривали друг с другом. «Он некрасивый и хромой», — категорично произносил разум. «Нормальный он, добрый и с такой любовью смотрит на меня», — тут же ответило сердце. «Он лет на 15 старше тебя». «Ну и что? Зато они с моим сыном дружат. Он словно ему отец». «Ты еще можешь найти ровесника, красивого и стройного». «Не надо мне красивого и стройного. У меня уже был такой. Мне нужно доброго и надежного». «Но ведь ты всегда мечтала не о таком муже», — продолжал выставлять свои доводы разум. «А теперь о таком. У тебя так быстро меняются предпочтения. Просто я встретила того самого». Их венчание проходило в той самой церкви, где Никита и Матвей познакомились полгода назад. Никита с Марией стояли перед алтарем, палочки в его руках уже не было, а Матвей, не отрываясь, смотрел на образ того святого, с кем разговаривал тогда. Затем от всего сердца произнес: «Спасибо тебе, дедушка Бог». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.